Дорогие друзья, здравствуйте! В нашей студии сегодня Николай Ходинский, известный российский дирижер, основатель и художественный руководитель камерной капеллы «Русская консерватория», город Москва. Регулярно выступает как приглашенный дирижер в Мариинском театре, участник международных фестивалей Валерия Гергиева, «Звезды белых ночей», обладатель многочисленных премий и наград, среди которых премия имени Бориса Чайковского и премия правительства Москвы. Благодаря его инициативе состоялись мировые и российские произведения, премьеры Яна Зеленки, Георгия Свиридова и Мечислава Вайнберга, а также организованы значимые музыкальные фестивали по всей России. Николай, вот как так произошло, что вы стали дирижером? Вот как состоялось ваше восхождение на вот этот вот пьедестал музыки? У меня был долгий путь к этой профессии. Я начинал как скрипач. С самого детства мечтал о том, чтобы играть на скрипке. Но не буду много рассказывать о периодах детства, но в целом я думаю, что карьерное движение мое интересно тем, что я не закончил музыкальную школу. В 11 лет я бросил вообще заниматься музыкой. И в целом вообще завязал. И тогда думал, что больше никогда не вернусь. Так сложилось, да, что в 6-7-летнем возрасте я подавал огромные надежды для моих педагогов, для родителей. И началась эта система образования, да, когда заниматься, по 6 часов в день надо заниматься, ну и так далее, готовиться к конкурсам. В общем, мне кажется, что в какой-то момент чуть мое желание первоначальное играть на скрипке, оно было вот этой вот трудом ежедневным, оно было из меня как-то выжжено. И вот я начал бастовать и вообще бросил музыку. Но спустя 2 года, кажется, понял, что музыка – это мое, что хочу заниматься, хочу быть в музыке. И начал готовиться к поступлению в Гнесинское училище. И вот я там за 2 года, получается, за 2-3 года подготовился к вступительным экзаменам, поступил в Гнесинское училище, но уже на факультет хорового дирижирования. А дальше в консерваторию. И тогда уже было ясно, что я хочу заниматься дирижированием и творчеством в этой профессии. Но, конечно же, никогда не было моей главной целью заниматься именно хоровой музыкой. Да? Всегда я тяготел к инструментальным, к большому оркестру, к симфоническому оркестру, к опере. Ну вот и так шло мое движение по этой образовательной лестнице. Ну а в 2008 году, я тогда учился на 3-м или 4-м курсе консерватории, я создал свой коллектив, да, потому что возможностей для реализации творческой мне не хватало. Хотелось больше делать, хотелось больше возможностей в выборе программы, в выборе репертуара. И я собрал свой коллектив, начал я как раз с камерного хора, с которым мы осуществили совершенно фантастическую для только-только собирающегося коллектива. Мы записали все хоры Виссариона Шабалина, это известный советский композитор середины 20 века. Это была первая мировая запись всей его хоровой музыки, и издали это в Лондоне. Запись получила огромное количество положительных отзывов в прессе. И, в общем, что здесь фантастического? То, что коллектив, собранный с нуля, сразу же уровень качества дал такого уровня, что нас издали, у нас были много положительных отзывов. Ну вот, это к вопросу о том, что, наверное, главное в любых целях, какими бы ни были они отдаленными и кажущимися невозможными, самое главное – это вера. Вера и движение. Вот я верю, что это получится, и оно получилось. Ну, супер. А вот у меня такой вопрос есть. На родители будут смотреть, и вот вообще взрослые люди. Как понять, что у тебя есть слух? Вот я хочу заниматься классической музыкой, какой-то выбрать себе инструмент. Это может любой человек, или это, в принципе, какая-то профессия для талантливых людей? Есть такой японский педагог Масааки Судзуки, который разработал технику, школьную технику преподавания музыки детям. У него есть такая книжка, которая называется «После 3 уже поздно». То есть речь о том, что в целом после 3 лет поздно начинать учить ребенка музыке. Да, это надо делать вообще как прям совсем с малышами. Вообще там очень много интересных идей. Одна из них в том, что нету детей без слуха. Просто у кого-то он не развит. И вопрос именно в том, что нужно обязательно заниматься развитием слуха. И, конечно, чем раньше, тем лучше, безусловно. Ну, а еще, мне кажется, что здесь очень важный момент среды. Мои дети очень музыкальные. И я думаю, что это дело не в наследственности,
а в том, что музыка в их жизни звучала еще с тех пор, как они находились в животе у своей матери, да. И в животе из родов, и они ходили на мои концерты, на спектакли вот в 3, в 4, в 5, то есть тогда, когда можно было детей приводить в зал или оставлять их посидеть за сценой, или просто походить на репетицию, они приходили, слушали, и для них это не было чем-то сложным. Как сейчас многим взрослым кажется, что к классической музыке нужен какой-то особенный подход, да, что это что-то закрытое от массового слушателя, если можно так сказать, да? А мне как раз кажется, что совершенно не так. Речь только о том, что нужно оказаться в среде, потому что музыка – это язык. Для того, чтобы воспринимать язык любой, да, можно его учить выучить азбуку, начать учить разные слоги, да, соединять их. Это долгий и тяжелый путь. А самый простой путь – это оказаться в среде, да, и тогда многие вещи, которые ты не понимаешь, со временем становятся просто естественными для тебя, да. С музыкой такая же ситуация. Поэтому нету детей без слуха. В этом я абсолютно убежден. То есть получается, что если сейчас, на сегодняшний момент, заниматься классической музыкой, то лучше с детства и приучать детей с детства ходить на классические концерты. Вот какой возраст? Когда можно приходить, в принципе, первый раз? Вот это действительно вопрос индивидуальный. Есть дети, кто и в 5 лет тихо и с удовольствием сидит и слушает, а кому-то и в 7, да, кто-то не может усидеть на месте, у всех разный темперамент. Но, то есть концерт это здесь вторично. Мне кажется, что первично именно то, чтобы музыка звучала дома, чтобы музыка звучала в среде нахождения этого ребенка. Дома, мне кажется, это, безусловно, очень-очень важно. Ну, не говоря о том, что есть много исследований, которые говорят о воздействии музыки на интеллект, о воздействии, в частности, музыки Моцарта на развитие интеллекта у детей. И вот это все в сумме, мне кажется, ну, очевидно, да, что музыка должна звучать дома. И если далекие от музыки взрослые будут ради своих детей ставить дома музыку, они сами привыкнут, станут гораздо ближе к музыке. То есть получается, что, как я знаю, есть последние исследования, что лучше сейчас заниматься классической музыкой, чем изучать второй язык, чтобы в старости у нас не возникали проблемы и деменции, да, у людей с памятью, чтобы вы оставались вечно молодыми. Я, в принципе, очень рад, что вы у нас сегодня в студии по одной простой причине, так как много родителей, они ранее не занимались классической музыкой. В принципе, их родители их этому не научили. Им достаточно тяжело туда прийти. Вот вообще, что вы посоветуете людям, которые туда вот не хотят идти, вот не знают, не слышат? Какой сделать первый шаг? Это сходить на концерт, это включить Моцарта, не знаю, сходить в театр. Что вот бы вы посоветовали? Да, тут надо подумать. Но то, что включить Моцарта, это 100% рабочий вариант. Обязательно нужно послушать. Хотя бы просто послушать. У Моцарта есть несколько сочинений в мировой истории, которые между собой делят вот это вот первое место среди популярности. Да? Есть «Маленькая ночная серенада» Моцарта, есть «Времена года» Вивальди, есть «Реквием» Моцарта. Есть ряд сочинений Баха, которые вот пользуются такой же, вот, ну, это прям топ, да, из известных классических сочинений. Но неспроста это так. Можно начать с того же Вивальди, послушать «Времена года», если есть еще человек на земном шаре, кто их никогда не слышал. Ну, наверняка еще есть. Поэтому надо начинать с этого. Вы хотите изучать немецкий, и чтобы это было легко, кроме книжек А1, да, лучше включить радио на 15 минут в день, где говорят на немецком, да, или посмотреть фильм, или там сериал, простой по смыслу, да, но в котором, чтобы вот это вот пространство, атмосфера немецкой речи была все время вокруг. Вот здесь абсолютно то же самое. Хотите понимать больше в классической музыке, ну, надо хотя бы просто начать ее слушать. Еще раз говорю, я абсолютно убежден, что классика, если говорить о ней, что это элитарный вид искусства, то с большой оговоркой, что для того, чтобы стать частью этой элиты, нужно просто начать ее слушать. Вот у меня такой вопрос. Допустим, если мы знаем, что у ребенка есть слух, вот там моему ребенку сказал учитель, что у него есть слух, мне сказал, что у тебя слуха нет, нужно развивать. А может ли какая-то технология, вот искусственный интеллект, в принципе, помочь найти этот слух, либо его развить?
Я понимаю, что эта тема для музыки сейчас очень такая непростая, потому что сейчас генерится музыка, генерится видеоконтент, генерятся картинки, и бывают иногда очень неплохие результаты. Наверное, пока рано говорить, что можно создать какой-то шедевр, но в целом может ли вообще новейшие технологии, там, искусственный интеллект, неискусственный интеллект, как-то участвовать в развитии в целом, в обучении? Я думаю, что в том, что касается классической музыки, искусственный интеллект сейчас на таких первых позициях еще находится. Да? То есть еще не сделано никаких ярких и сильных шагов, как в вопросах генерации видео или текстов. Да? Этот вопрос впереди, мне кажется, да? Потому что, безусловно, должно быть и есть возможности применения искусственного интеллекта для помощи в процессах обучения музыке. Но здесь, мне кажется, часто люди не совсем верно относятся к искусственному интеллекту как к чему-то, что может заменить, да, человеческое вдохновение или человеческий интеллект. Как мне кажется, заменить он не сможет, но помочь должен. Да? То есть в вопросы, которые касаются творчества, искусственный интеллект не сможет заменить органический, да, интеллект. Давайте вот какой сделаем, наверное, анализ. Что если, допустим, я не знаю никаких произведений классической музыки, и вот я решил слушать. Может ли искусственный интеллект как бы отмерить мой эмоциональный фон и предложить какую-то вот мелодию, которая сделает его там лучше, да? Это, в принципе, логично, или все-таки, когда ты должен сам прослушать все, наверное? Я думаю, что был бы интересен такой эксперимент. Если есть человек, который ведет свой дневник, или публично, или закрыто, и вот на основе данных из этого дневника искусственный интеллект мог бы подобрать музыку, которая в этой ситуации человеку будет доступна, или входить в состояние, которое человек описывает в своем дневнике. Вот это, я думаю, было бы любопытно. Вот я знаю, что когда люди слушают классическую музыку, у них возникают очень странные эмоции. Кто-то может плакать, кто-то может смеяться. Да, вот мы говорим про какие-то сейчас, возможно, медитации. Что такое классическая музыка? Наверное, прочитав огромное количество материала, я понимаю, что я не могу разобраться, потому что для меня это какая-то закрытая тема, в которую я только-только вхожу. Наверное, много людей также думают. Может, вы как-то расскажете, что такое классическая музыка изнутри? Тут такая ситуация. Рассказать, если можно было так рассказать, чтобы этот вопрос закрыть, то, наверное, не было бы смысла в существовании классической музыки, да, потому что о ней невозможно полноценно рассказать так, чтобы она была бы не нужна. Но какие-то вещи я попробую обозначить из тех, которые мне кажутся верными. Как я уже сказал, музыка в целом – это язык. И классическая музыка, безусловно, в частности, тоже это язык. Язык, который помогает нам понять и осознать какие-то вещи, которые невозможно передать вербальным языком. Можно сказать, что это язык, на котором Господь Бог с нами разговаривает. Можно сказать, что... Вернее, я бы сказал, не то, что Господь Бог с нами разговаривает на этом языке, но это язык, которым Он может пользоваться, чтобы с нами разговаривать. Потому что далеко не вся классическая музыка, а уж тем более далеко не вся музыка, является вот таким языком божественного откровения, да? Но очень важно, выбирая музыку, которую вы слушаете, и особенно, мне кажется, это как раз касается воспитания детей и общения с детьми, очень важно понимать, что любая музыка, попса, рок, джаз и других множество направлений, любая музыка – это язык. И она действует на человека, хотим мы этого или нет. И что звучит в вашей жизни, даже если вы привыкли к тому, что все время звучит какой-то фон, он все равно будет на вас действовать. Это к тому, что важно выбирать, что звучит вокруг вас. Как выбирать не только в то, во что вы одеты, но и то, вот человек стремится к комфортному существованию, да, и вот этот комфорт должен быть и в ушах, потому что через уши музыка обязательно доходит и не только до мозга, но и, конечно, до сердца. Это первое. Второе, уже более глубокая вещь, которую хотелось бы сказать о классике, и почему она действует на людей. Вот мне как раз кажется, что именно та музыка, которая вызывает такие серьезные подлинные эмоции, у кого-то может вызвать эйфорию, кто-то действительно плачет, кто-то погружается больше в себя, слушая музыку, и именно для этого ее использует, да, для того, чтобы в самом себе открыть какие-то
я бы так сказал, закрытые двери себя, своей души, познания себя, подсознания. Здесь много действительно возможностей. И вот именно поэтому я говорю, что Господь Бог может говорить на языке классической музыки, потому что необъяснимая вещь происходит с людьми на концертах и во время прослушивания большого количества сочинений. Действительно, много есть музыки, которая действует на людей позитивно, да. А в целом, мне кажется, сейчас это одна из таких важнейших особенностей музыки, которую нам, музыкантам, очень важно использовать в наше время, время максимальной разобщенности людей и социума, да, потому что действительно все время готовы спорить абсолютно по любым вопросам, да, от масштабных до мелочей. То есть люди постоянно противопоставлены друг другу. И музыка является как раз тем, что людей объединяет. И я неоднократно это испытывал и на своих концертах. Мы, музыканты, исполнители, мы дарим и отдаем в зал свою энергию, свое тепло, свой позитив. И в зале люди преображаются, да, когда звучит такая музыка, которая вот действительно проникает и трогает самые такие скрытые струны душ слушателей. Конечно, здесь речь о музыке Баха, о музыке Вивальди, о музыке Моцарта, безусловно, о музыке Рахманинова и Чайковского. Да, это большой корпус сочинений, которые вот действительно преображают человека. И сегодня, мне кажется, вот во время такой разобщенности это максимально важно. Ну вот как слушатель мне посчастливилось. Я был на вашем концерте, насколько я помню, это был парк Коломенская. Я был на других концертах тоже и в консерватории. Вот такой момент я вот для себя понять не могу. Когда я слушаю музыку, я реально попадаю в какую-то, наверное, какой-то такой мир другой. А что вот чувствуют люди, которые стоят на сцене? Как они это ощущают? Они пытаются играть, либо они тоже входят в эту синергию со зрителями? Что с вами происходит? Слушайте, тут такой момент. Он, наверное, не должен становиться публичным, но все-таки, раз мы неформально общаемся, я не могу о нем не сказать. В целом, мы, вернее так скажу, когда мы кайфуем от того, что мы делаем, все получают удовольствие. То есть, поэтому, по большому счету, мне часто не очень важно, есть ли в зале кто-то или нет. Именно вот в процессе того, как мы играем, да, я бы сказал, что у меня выключается, вот я поворачиваюсь спиной, и все, как бы, то, что там, никого там нету, ничего не существует, потому что есть вот наше вот это вот соединение с музыкантами, и мы даем максимум своей энергии, потому что мы сами получаем удовольствие от того, что мы делаем. Вот такая как бы история. Ну, я вот знаю, что есть же большие аудитории, а также есть вот частные концерты. Вот. Есть ли разница, когда все-таки артисты играют на частных концертах, дают какие-то большие, скажем так, участвуют в больших мероприятиях? Вот расскажите вот об этом, потому что мне кажется, вот лично для меня разницы нет. Когда я был на каких-то частных концертах, я также ощущал классическую музыку, точно так же, как я находился в аудитории. Ну вот. Слушайте, мы часто делаем концерты закрытого формата, и, пожалуй, наибольшая разница именно вот даже не столько в атмосфере, сколько вот в пространстве и вот есть ли вот эта стена между слушателями и музыкантами, да? В классическом представлении слушателей есть вот что-то такое между аудиторией и музыкантами, что-то вот как какой-то барьер. Да? Когда мы выступаем на небольшую аудиторию на закрытых мероприятиях, то вот эти все барьеры, они смываются, как бы размываются, да, и это, мне кажется, в чем-то даже больше помогает слушателям погружаться в музыку, да, потому что мы как бы, вот мы близкие, они видят наши эмоции, видят нашу энергию, и, то есть не только ее воспринимают, но еще и видят это вот прямо вблизи. В этом смысле это хороший формат, да, когда на небольшой аудитории мы делимся хорошей музыкой. А в больших залах другая энергетика, это энергетика большого объема людей, да, то есть как бы это чуть-чуть по-разному, но музыка не проигрывает ни там, ни там. Угу. Потому что я знаю, что вот корпоративные мероприятия, да, люди устраивают какие-то тимбилдинги, проходят квесты, я в них тоже участвовал, я являлся руководителем, в принципе, большого количества людей, да, и, в принципе, руководил компаниями.
Я вот то, что я видел, что тимбилдинги вот такого вот характера, да, где повеселиться, они, в принципе, очень плохо работают. То есть эффективности там хватает на 2-3 дня вперед. Это мое личное мнение, возможно, у кого-то есть другое. Но были ли у вас как бы вот тимбилдинги, где приглашали вот вас выступать, да? Как это вообще влияло, какая была обратная связь? Вот. Ну, это не совсем тимбилдинг, это скорее закрытое мероприятие, да, когда у меня есть очень красивый проект, я его очень люблю, который называется «Вино и Вивальди», когда вино соединяется с музыкой самого любимого итальянца всех времен и народов, с музыкой Антонио Вивальди. И есть там даже такие подразделения проекта, когда прям подбирается вино, связанное с музыкой, вино, связанное с эпохой, с разными городами итальянскими. Ну, действительно, это очень красивый проект, мне он очень нравится, потому что это такой вот, да, это гедонистический проект, но тем не менее он прям кайфовый, да, потому что с классической музыкой и особенно вот с такой искрящейся легкой музыкой Вивальди очень здорово сочетаются вина, да, понятно, что как и театр не бывает без бокала в антракте, да, так и концерт классической музыки, мне кажется, это отлично, когда люди отдыхают, но при этом еще и получают красоту, да, от музыкантов. Так что не совсем тимбилдинг. Это скорее... Мне кажется, что это больше мероприятие такого с высоким вкусом, но это отдых для души, больше, чем тимбилдинг. Для меня тоже не совсем понятно. Можно ли, да? То есть нужно пробовать. Вот я думаю, такой момент, что классическая музыка, она, в принципе, всегда была вне конкуренции. Это язык, на котором разговаривают все народы, вся планета Земля. Есть поп-музыка, рок-музыка, там существует язык, там английский, русский, к примеру, да, там немецкий. И все равно вот эта разница в языках, она очень сильно как бы разграничивает, да, вот и слушателей, то классика, она как бы объединяет, да, вот наш, в принципе, вот проект, который мы совместно делаем, «Мозг-музыка», он на объединение, у нас все проекты, в принципе, на объединение. Вот расскажите вообще, как выживает классическая музыка, столько было эпох, там, и рок когда-то, да, был, вот, и вот сейчас поп-музыка иногда, потом была музыка электронная, я помню, да, вот эти все знаменитые имена, там, DJ Tiesto, к примеру, да, как выживает классическая музыка, почему она вечная? Вот ответ заложен в вопросе, да, и в том, что мы говорили до этого. Именно поэтому классика не устаревает, не просто потому, что это, как в моде, классика – это тренд, да, то есть классика – это то, что не теряет своей актуальности. И в музыке получается точно так же. Хотя ведь, согласитесь, относительно ведь... То есть классика в том виде, в котором мы ее знаем сегодня, это достаточно молодое искусство, да, все равно 300-400... Ну, 300-400 лет – это то, что в основном вот музыка, с которой знакомы большинство людей. Мы не берем там с какой-то ранней средневековья или ту музыку, которую даже сейчас не очень понятно, как восстанавливать, да, потому что записи до нас не дошло. Сравнительно со скульптурой или живописью здесь гораздо больше, да, сотен лет, которые мы видим опыт художников тех эпох сегодня. Бах, 300 лет всего, да? Ну как, или всего, или целых. Но мне кажется, всего, да? То есть, но ведь ясно же, что Бах никуда не денется. И еще через 300, да? Потому что вот, значит, дошло человечество до какой-то ступени развития, когда вот этот язык должен был открыться, потому что он для людей должен был что-то им сообщить. Угу. Вот мне интересно, если бы я использовал искусственный интеллект, мне бы хотелось бы возродить Моцарта. Вот я люблю Моцарта, я обожаю Моцарта, и не знаю почему, это пока вот, наверное, то, что я, по крайней мере, мой мозг понимает. А я знаю, что, скорее всего, Моцарт не все рассказал, все, что хотел рассказать. Жизнь у него была не такая прям долгая. Вот. Как вот вы считаете, может ли искусственный интеллект помочь вот, как-то досоздать, дорассказать его историю, попробовать хотя бы спрогнозировать, хоть что-то оттуда получить? Да, но мне было бы интересно попробовать с помощью искусственного интеллекта, например, завершить недописанный до конца реквием Моцарта. Я думаю, что это была бы очень интересная работа. И даже здесь, да, постановка вопроса, мог бы искусственный интеллект что-то сделать. Мне кажется, что нет, сам по себе не мог бы. Но стать инструментом, помогающим, может быть, даже профессиональному композитору, да, стать инструментом, который бы помог какие-то вещи воссоздать, я думаю, что может. Это, мне кажется, это прям было бы очень интересным проектом, если бы всю музыку Моцарта оцифровать,
да, и базируясь на всем, что было им написано, а я думаю, еще туда добавить еще и письма его, и вообще вот все, что вот есть о нем, да, известно, дошедшее до наших дней, и чтобы с помощью искусственного интеллекта попытаться закончить последнее его сочинение. Ну а что, если искусственный интеллект начнет сочинять новые произведения на базе Моцарта? Это будет что-то, это как бы не Надо, закончить, а начать. надо пробовать. Не знаю. Мне кажется, что музыка, целиком сочиненная искусственным интеллектом, не будет теплой. Потому что, как в теории Дарвина, да, не хватает этого звена. Вот и здесь не будет хватать звена вот этого вот творческого вдохновения. Потому что это делает машина. Машина может скомпилировать что-то очень красивое. Я слушал записи, которые делает искусственный интеллект, базируясь на музыке барокко, как раз концерты похожие, ну, похожи на Вивальди, похожи на Альбинони, в целом похожи, но не Вивальди, да, то есть как бы чего-то не хватает. Может быть, действительно нужно пользоваться, как мы пользуемся сейчас, не знаю, интернет-энциклопедией, вместо того, чтобы открывать там, 50-томное и искать там какое-то слово, которое нужно, да, или искать информацию о чем-то, о чем нужно посмотреть, да, проще посмотреть в интернете, быстрее. Вот так же, мне кажется, как искусственный интеллект должен быть использован как инструмент, который может повлиять, может помочь и, возможно, который может проанализировать в таком масштабе, в котором человек не сможет это сделать, да, и на основе анализа человек должен действовать. Мне кажется, все-таки так. Ну а кого-то еще можно было бы возродить? Вот, Моцарт хорошо, это, в принципе, фигура такая очень известная, значимая. Где еще вот какие-то есть утерянные, возможно, ноты, композиции? Вообще ведь очень большое количество великих композиторов жили, к сожалению, очень мало. Это касается и, конечно, Моцарта, и Шуберта, и Шопена, и Генри Пёрселл. Чайковский прожил чуть побольше, но все-таки тоже достаточно короткую жизнь. И у многих из них остались сочинения незавершенные. Не всегда кажется, что это вот прям супер важно, но это очень интересно было попробовать, да, попробовать попробовать здесь, да, искусственный интеллект, как бы, на что он здесь способен. Способен ли он создать... Может быть, на сегодняшний день еще пока рано, но в целом у нас работа на этот ведется. Мы очень сильно хотим эту тему разогнать до такого уровня, что мы можем создавать не только композиции и возрождать, да, людей, мы хотим создать некую такую новую ветвь в классике, которая очень консервативная, оказывается. Попробуем сломать какие-то стереотипы и сказать, нет, надо, чтобы что-то было новое. Но вот меня вот такой другой вопрос мучает. Я понимаю, что учителя, в принципе, музыки, да, очень сильно влияют на своих учеников. Или все-таки это не так? Конечно, безусловно, потому что в системе детского образования все-таки первые несколько лет, а часто, мне кажется, даже и вообще вся музыкальная школа, да, ведь дети играют не детскую музыку в основном, да, ну, первый класс там может быть, но в целом дальше они идут уже по классике. Дети играют Баха, дети играют Моцарта, дети играют Шумана, Шуберта и так далее, и Чайковского, и Рахманинова. Но внутреннее наполнение ребенка, как правило, еще не справляется с тем, что заложено в этой музыке. Поэтому как строится образование? Оно строится в первую очередь копированием. То есть ребенок, не понимая зачем, копирует то, что делает его педагог. Или как бы его... То есть его стиль получается какой-то? Да, то есть его педагог его направляет, да. Ну, то есть получается, что ребенок сначала учится играть музыкально и вкладывая какие-то идеи, а только там, к 15-20, когда сформирован уже его взгляд на жизнь, да, когда он более развит, он начинает понимать, в принципе, вообще, почему он должен играть вот здесь вот так, а здесь вот так. Да? То есть такая, в общем-то, интересная получается система, да, что получается, что формально ребенок должен играть больше, чем он еще способен воспринять. Да? Ну, опять-таки, без жизненного опыта невозможно никакие трагедии в музыке. Да? В музыке много трагических, много музыки с эмоцией трагедии, да, и, ну, хотя бы там первая любовь должна пройти там, у подростка, да, для того, чтобы он мог вот какие-то вот эти эмоции выразить с помощью какой-то музыки романтичной, какой-то музыки, не знаю, Рахманинова, да.
Там, к 30 годам, например, да, когда человек уже понимает вообще, из чего состоит жизнь, да, когда он понимает, что смерть присутствует в жизни, да, и вот когда он уже... Это совершенно другой жизненный опыт, да, в 15 и в 30. Ну, неважно, 30 или 40 или 25. Ну, понимаешь, да, о чем речь? Да. Что вот этот вот жизненный опыт, накопление жизненного опыта дает музыканту гораздо больше возможностей выражения в музыке, которую он исполняет. Это как бы эмоцию, нужно прочувствовать эмоцию, получается, и потом Безусловно. уже выходит какая-то музыка. Вот я как бы, когда, в принципе, мы рассуждали вот о нашем проекте совместном, мы говорили о том, что есть люди, которые хорошо влияют на личность музыканта, есть люди, которые, наверное, влияют плохо. У меня лично есть разные примеры, там, моих преподавателей. У меня не было выбора, да, там, Советский Союз, выбора не было. А сейчас есть выбор, в принципе, можно там одного, второго, третьего попробовать. Вот. Вот здесь, мне кажется, искусственный интеллект, в принципе, может помочь. Даже пускай дать там третье, четвертое мнение, к примеру, будет Николай, да, будет искусственный интеллект, который может прослушать вашу мелодию, дать какое-то... Вместе будем спорить, да. Да, можно будет даже поспорить, можно будет поспорить как бы друг с другом, но самое главное, в этой синергии можно сказать что-то новое. Я понимаю, что вообще что-то новое сейчас и уникальное найти очень тяжело. Вроде бы много всего есть в интернете, да, но чтобы что-то вот трогало именно слух, да, какая-то вот мелодия, все равно песен не так много, да, в классике это, мне кажется, вот что-то новое вообще появлялось за последнее время. Ну, вот в том, что касается технологий, конечно, нет, поэтому здесь очень интересно найти. Я убежден, что есть вещи, в которых искусственный интеллект будет полезен в классике, ну, вот как мы уже обсудили Моцарта, да, я думаю, что есть еще такие вещи, которые именно будут важны. И в образовании, безусловно, тоже должны быть ниши, которые как раз искусственный интеллект может упростить, да, как... Еще раз, я воспринимаю его в первую очередь как инструмент, да, который создан человеком, да, органическим интеллектом, создан для того, чтобы упростить какие-то решения каких-то задач, да, и, безусловно, применение ему можно найти практически в любой сфере. Как и в медицине, как и в любых точных, безусловно, в точных науках, да, и в математике. И я думаю, что раз уж даже в литературе можно пользоваться искусственным интеллектом, то, конечно же, в классической музыке тоже. То есть можно какую-то синергию там тоже найти. Я когда, в принципе, готовился вот к этому подкасту, у меня был такой один запрос. Я реально сходил в искусственный интеллект и спросил, как искусственный интеллект может быть полезен в классической музыке. И я как бы не выбирал все, да, вопросы, выбрал один очень интересный. Он сказал, что он может создать инструмент, какой-то новый, какой-то новый звук, да, на котором человек физически играть не может, но может играть только искусственный интеллект. И вот как дирижер вы, в принципе, будете, да, его направлять и руководить, потому что там, может быть, там 4 руки, там, не знаю, там что-то еще. Именно такой инструмент. И вот тут он меня поразил, потому что это на самом деле абсолютно другой подход. Он говорит, я буду делать то, что человек не умеет. Вот когда я вот какие-то лекции даю, я рассказываю, мы не можем полететь там на какой-то астероид и добывать там ископаемые какие-то, да, полетит робот, скорее всего, искусственный интеллект. Вот здесь то же самое. Может ли вообще вот такая рода технология принести что-то новое в классическую музыку, то, что мы раньше не слышали? Возможно, это не будет прям и не останется классикой, но вот вообще как легко идут на эксперименты вот сегодняшние люди, кто находится в классической музыке? Они боятся, либо это все-таки какая-то закрытая? Я бы сказал, что эксперименты в классике это не то, что как бы приветствуется, и то, что часто. Уже не говоря о том, что, по большому счету, за последние 100 лет, наверное, даже 150, симфонический оркестр не претерпевал принципиальных изменений. То есть, вот как это было в начале 20 века, да, в конце 19-го, ну, за редчайшими изменениями, да. Там Рихард Штраус ввел несколько инструментов, Малер расширил какие-то инструментальную палитру. Но в целом, принципиально, вот скрипки, какими они были в 19 веке, они сейчас совершенно такие же. Совершенно наоборот было в 17-18 веках, да, когда постоянно создавались новые инструменты. Были мастера, которые искали новые формы, новые звуки. Там появился саксофон, появились бассет-горны во времена Моцарта. Да, это такая модификация кларнета.
Были струнные смычковые инструменты тоже, которые не сохранились, там, арпеджионы, для которых Шуберт писал сонату. То есть инструменты, был интерес у мастеров создавать что-то новое. Но вот как с конца 19 века до сегодняшнего дня, да, какой-нибудь авангардный композитор может поставить там печатную машинку в оркестр, но от этого оркестр не меняется. Да, то есть какие-то расширения такие штучные попадаются, но в целом это про консерватизм, да, и по поводу того, чтобы создать новый инструмент. Это действительно очень интересная мысль, создать новый инструмент, который бы по-другому звучал, на котором бы не мог играть человек. Прям действительно, это прям интересно. Может быть, найдется как раз и композитор, который напишет для этого инструмента, и таким образом вот эта вот революция произойдет, да, в классике, которая... Ну, видите, мы все равно все время сейчас смотрим в прошлое, да. Об этом замечательно писал Николаус Арнонкур, величайший дирижер, не так давно скончавшийся. Он писал о том, что если бы во времена Моцарта в залах бы исполнялось, ну, в концертных залах, да, исполнялось бы 90% музыки прошлого и 10% музыки современников, люди бы перестали ходить в залы. Сейчас ситуация ровно обратная. Если сегодня в концертных залах бы исполнялось 90% музыки наших современников и 10% музыки прошлого, люди бы перестали ходить в залы. Да? Представляете, насколько большая разница. То есть сейчас мы все хотим слушать музыку прошлого. Баха, Моцарта, Вивальди, Рахманинова, То есть некая деградация получается. Что Я бы не сказал, что это деградация. Это просто изменение. В первую очередь, это изменение. Да? Если мы говорим про деградацию, то надо говорить про эволюцию. Да? Ведь если говорить про эволюцию, то получается, что был Бах, Моцарт, а потом вот эволюция дошла до современной музыки сегодня. Ну, и ты начинаешь думать, как бы, нужна ли была эта эволюция, чтобы от Баха прийти. Ну да, такой вопрос тоже с галочкой. То есть это надо будет проработать с искусственным интеллектом. И деградация здесь, соответственно, как бы как обратная сторона процесса эволюции. И поэтому, мне кажется, неправильно думать о деградации. Просто, может быть, опять-таки, да, вот шло время, которое пришло к Баху. И вот оно идет потом от него. Да, и как бы, так сказать, остаются волны эти, да, круги расходятся, да. Но все равно это такая центральная фигура, от которой, мне кажется, в целом все равно, да, классическая музыка в том или ином виде можно считать, что она вот от Баха началась, вот в том виде, в котором дошла до наших дней. Безусловно, были величайшие предшественники Иоганна Себастьяна Баха и величайшие композиторы после него. Но все равно это такая точка, да. Из этой музыки вышел и стиль, который называется классикой, собственно говоря, да. В современной терминологии, да, классическая музыка, это музыка Моцарта, венская классика, да. Дальше выше другие стили, но все равно вот основа вся там. И русская музыка, да, которая все равно корни всего этого огромного корпуса, наследия, да, европейской классической музыки, европейской и русской в частности, да, я их причисляю к одной все-таки группе, это все равно христианское наследие Европы, это все равно это музыка Баха. Вот, допустим, если возьмем даже русский балет, да, это некий стандарт, эталон. Это Да. русский балет, да. Он только у нас, да, мы можем его транслировать куда-то за границу. Вот есть ли что-то в классической музыке, что прям вот наше, и невозможно отличить как-то что-нибудь, какая-нибудь композиция, наверное? Ну, конечно, есть. Есть Чайковский и Рахманинов, которые... Есть русская душа, которая вот как русский балет, да, и русская душа в русской музыке, это вот как раз вот это вот то, что дает Рахманинов, да, вот это вот чувство свободы, тепло и вот эта вот позитивная эмоция, которая есть в музыке Рахманинова, вот это визитная карточка. Именно оно, да? Мне кажется, да, но это вот тоже это то, что не объяснить словами. Вот ты слушаешь музыку Рахманинова, и дышать хочется, да, и жить хочется. В каком бы состоянии человек ни находился. Ну, столько я про это и читал, и встречался просто, да, с людьми, которые рассказывали, как Рахманинов буквально вытащил их, да, музыка Рахманинова вытащила из депрессии, из каких-то тяжелейших состояний жизненных. Опять-таки, Рахманинов сам испытал подобное в жизни и находился несколько лет в тяжелейшей депрессии после провала своей первой симфонии. И как раз он наблюдался у известного психиатра Даля. Были сеансы гипноза, да, и вот выйдя из этого состояния, Рахманинов написал свой второй фортепианный концерт, который принес ему и тогда, и по-прежнему сейчас, да, это самое известное его сочинение, которое так же, как и «Времена года Вивальди»,
и начиная с серенады Моцарта входит вот в топ, я не знаю, 10, наверное, да, или вот мне кажется, что это вот все эти сочинения, они на первом месте между собой воюют, да, кто из них важнее. Вот, допустим, даже если мы берем, ну, Россия, да, консервативная страна, очень консервативно относится именно к классической музыке, но другие страны не так. Вот как в Японии. Вот есть очень хорошие музыканты из Японии, очень талантливые музыканты из США, к примеру, да, там Европы. У них другой подход. Они хотят и любят инновации. Если мы останемся в классике, и там завтра какой-нибудь известный там дирижер, композитор что-то сделает с искусством, они это уже делают, это я точно знаю, особенно что происходит в Голливуде. И эти новости к нам прибегают с маленьким опозданием, и мы будем снова позади. Почему вот настолько у нас консервативно? Почему люди вот боятся экспериментов классики? Как другие же пробуют, не получилось, и в этом нет никакой проблемы. Не знаю почему. Вот это какая-то такая обратная сторона этой широкой, открытой русской души, да, что вот так, просто это так. Я недавно мне попалась информация, что в Китае абсолютно не переживают, когда какие-то старинные аутентичные здания перестраиваются, делаются новоделы, или их сносят и строят такие же, совершенно такие же, но это нечто новое. И никто не переживает, что они снесли там постройку, которая 2000 лет. Да? В голову не приходит. А у нас отношение вот есть именно к истокам. В принципе, это же здорово. Да? И действительно все новшества у нас, наверное, как-то так исторически шло, что они воспринимались сначала как бы с большой осторожностью. Да? И нужно было завоевать, или даже не завоевать, а вернее повоевать прилично для того, чтобы какое-то новшество, даже понятно всем, что вроде как полезно или нужно, но чтобы оно принесло... Ну, в классике, в Чайковске, там, Рахманинов, да, балет. Если бы они не делали бы эту инновацию, Да. то ничего бы не произошло, никто бы не узнал. То есть, по сути, кто-то должен брать на себя ответственность за провалы. Ну, если мы уже куда-то выходим вперед, то, допустим, это какое-то наше достижение. Вот говорю о том, что у нас как-то люди очень сильно перестали пробовать, боятся провалов. То есть, где вот, допустим, за границей на самом деле, ну, там, Месси гол не забил, к примеру, да, а уже потом забил, да, в финале. Да. И, ну, да, там люди попереживали, но это все равно эмоция. Мне кажется, вот боязнь провалов именно и тормозит прогресс где-то. Безусловно, безусловно. Ну, вот я думаю, что здесь тем и интереснее, что больше возможностей для того, чтобы быть первопроходцем в каких-то областях в нашей стране. И как раз попробовать что-то с искусственным интеллектом, да, или с новыми технологиями, я считаю, что это как раз сегодня есть все шансы быть первыми. Да, вот, кстати, я хочу вот обратиться к молодежи. Вот сейчас молодежь очень активно ходит на концерты классические, я знаю, я очень вижу много молодых ребят. Вот, и мне в какой-то момент самому захотелось, в принципе, освоить какой-то инструмент, да, не каждый инструмент я могу освоить, я выбрал самый сложный скрипка, пока это идет, ну, тяжело. Вот, я надеюсь, и, кстати, честно, я вот спрашиваю советов искусственного интеллекта, как мне поступать, потому что я понимаю, что начать с какого-то хорошего учителя, да, это нужно какое-то, не знаю, время, да, это какая-то проверка, тебе хочется получить ответ прямо сегодня, но скажите, вот почему молодежь сегодня, да, так близко, вот как-то близко вот относится, почему говорю близко, как-то глубоко понимает классическую музыку. Раньше как-то вот был там русский рок, да, там какой-то был даже рэп, и люди совершенно забыли про классику. Я себя помню, никто не вспоминал, а вот сейчас они к ней вернулись. Ну, мне кажется, это естественный путь развития человека, да. Когда русский рок, это когда им интересовалась молодежь? 80-е, 70-е? В 90-х было не до рока и не до классики, да. И постепенно, мне кажется, что любой человек любого возраста, если ему интересно жить, а в моем понимании это значит, что он интересуется архитектурой, интересуется искусством, театром, там, балетом, кино, рано или поздно человек обязательно придет на классический концерт, да, потому что, ну, в конце концов, невозможно не замечать огромное количество афиш, концертов, музыкантов, которые приезжают в разные города. То есть, значит, подросток или молодой человек начинает думать, что-то здесь, раз кто-то ходит на эти концерты, надо попробовать, да, и вот так постепенно приходит. Опять-таки,
так как музыка действительно дает те эмоции, которые мало что может дать, я думаю, что в поисках этих эмоций или вот это вот, то, что мы говорили о познании себя и о возможности услышать то, что тебе говорит Вселенная и Господь Бог, это прям прямой путь в концертный зал. Ну вот мы так очень много говорим о Боге. А как вот вообще религия и музыка классическая? Они рядом, либо они не понимают друг друга? Ну, то, что не понимают, я думаю, что это редчайшее исключение. В целом, как по моему опыту, как раз здесь полное взаимопонимание. И именно отношение к музыке не как к развлечению, а как к возможности дополнительного, как бы такой терапии для души, да, и вот не хочется в 10-й раз это говорить, но вот именно вот о языке и о возможности общения. Вот я когда ходил со своим сыном, к примеру, на классические концерты, единственное, что я заметил, когда маленький ребенок приходит на концерт, он не понимает, что происходит. Начинается концерт, да, он начинает испытывать эмоции, но он совсем не понимает. Потому что сегодня, действительно, они очень много смотрят, да, Да. различных и соцсетей, и видеоконтент. И мне вот показалось, я вот сейчас вот об этом размышляю, то, что мы сейчас делаем совместно с нашим проектом, пытаемся сделать очень хороший видеоряд. Не просто видеоряд, там, а прям, который будет создавать искусственный интеллект, погружаясь вот в эти эмоции, чтобы он ему объяснял, да, что-то показывал. Вот это эпоха Моцарта. Вот. Есть ли какие-то, вот вы видели подобные проекты, которые были успешны? Или все-таки мы еще в процессе находимся? Мне кажется, мы в процессе, да, потому что на самом деле видеоряд, который бы не отвлекал от музыки, а дополнял, это крайне сложная задача, да, потому что музыка действительно настолько богата, что видеоряд может стать неким таким вот, то есть чем-то, что отвлекает тебя от реального смысла, да, или сужает твое восприятие. То есть ты мог бы услышать вот столько, да, а тебе показывают, что здесь вот речь про то-то. И ты вот этого не воспринимаешь, ты уже воспринимаешь вот так вот, да, ты воспринимаешь конкретно вот эту вот эмоцию, на которую тебе как бы указывают. Я думаю, что в образовательной, с точки зрения образовательной какого-то процесса, это очень важно. Для того, чтобы, то есть использовать это как возможность обучить человека, как правильно слушать, как правильно слышать, да. Но в целом, в идеале, все-таки я думаю, что музыка самодостаточная не должна быть дополнена. А вот в процессе... То есть обучение, да, именно, наверное, больше. Вот, Да. Про то, что мы говорим, что мы как Да. бы этот вопрос неоднократно обсуждали, когда мы понимаем, что модернизируются, да, инструменты обучения, и искусственный интеллект, он здесь больше нацелен на то, что он персонализирован. Он сначала хочет понять, кто такой ученик, Да. начинать его обучать с тех моментов, которые можно. То, что другому учителю, у него есть некий стандарт, он ходит по стандарту, да, где вот тут у меня там из 10 человек 5 точно получаю, да, а у меня там все 9. То искусственный интеллект, он по-другому подходит, он пытается все-таки что-то донести. Пока на данный момент все равно эта вся технология находится в развитии, мы поэтому активно работаем. Ребята, подписывайтесь на наш канал, приходите на наш портал, да, Мозг Музыка. Вот, кстати, кто сейчас подпишется, у вас будет годовая подписка на наш премиум аккаунт, где вы сможете, в принципе, почувствовать все новейшие технологии совершенно бесплатно, да, целый год. Я вот на самом деле очень как-то скептически сначала относился к каким-то музыкальным произведениям, которые генерировал искусственный интеллект, пока не понял и не сам попробовал, что можно делать песни, можно делать музыку. Вот. И по сути дела прогрессу как бы нет предела. Вот. И я на самом деле считаю, что классическая музыка, по идее, должна тоже что-то новое генерировать, да, хочется что-то новое, хотя бы другие интерпретации, да, сделать. Но я понимаю, что создать вот эту классическую музыку очень тяжело. Что такое создать вот классическое произведение? Люди там легко пишут там рэп-песни, да, там поп-музыку, там кто-то за вечер говорит, я написал песню. Но я понимаю, что классическая музыка, это не один вечер, это не одна неделя, наверное. Ну, это же у всех по-разному, как кто пишет из композиторов, кто-то быстро сочиняет. Опять-таки, можно сочинить быстро пьесу для фортепиано, которую потом нужно оркестровать. Это уже занимает гораздо больше времени, да, просто физически оркестровать, да, для того, чтобы исполнить ее с оркестром, да. То есть
на самом деле все индивидуально, да, ну, то есть получается, что процесс написания какой-нибудь симфонии тоже можно сказать, что композитор сгенерил, да, как бы симфонию. Он же базируется на своем опыте, на знаниях полифонии, знаниях, как звучат инструменты, да. Ну вот, то есть генератором симфонии является композитор. Опять-таки, я думаю, что искусственный интеллект может стать инструментом, который может помочь в оркестровке, да, который может быть, даже и в сочинении действительно помочь. Но вот я говорю, я не пробовал. Опять-таки, есть полифония строгого стиля, есть фуги, которые наверняка искусственный интеллект может сделать очень грамотно, да, и, ну, понятно, да, не очень грамотно, он это сделает совершенно. Хотя, как правило, почему-то всегда вот во всех гениальных сочинениях обязательно где-то есть ошибки, да, то есть ошибки с точки зрения науки, да, ошибки с точки зрения предмета гармонии, который я проходил в консерватории, да, обязательно в гениальном сочинении, да, там, Чайковского обязательно будет куча вещей, которые бы педагог бы сказал: ой, да ты что, здесь это не так, здесь не по законам, здесь не должен быть параллельный квинт и так далее. Ну вот почему так? То есть правило, гений в том, чтобы преодолеть правила, а искусственный интеллект не может преодолеть правила. Он может сделать все по правилам. Может быть, он должен сделать, чтобы потом художник, да, в высоком смысле этого слова, да, что-нибудь подправил. Да, кстати, у нас сейчас конкурс. У нас есть компас. Это наш логотип компании. Мы всегда указываем маршрут, да, а вы путь проходите сами. Но какой конкурс мы сделаем? Кто получит этот компас? Я бы, наверное, предложил, раз уж все-таки у нас искусственный интеллект является генератором нашей встречи, да, я бы предложил попробовать в комментарии сгенерировать музыку Баха, которую бы он мог написать сегодня, в наше время. И я думаю, самая интересная композиция точно получит этот компас. Вот не могу спросить про вашу футболку. Да. Что за футболка такая? Это один из моих любимых символов XVIII века. Мы много сегодня говорили про Баха. Собственно говоря, это его автограф. Потому что вот эта нота с каждой стороны, если смотреть, это Б, А, С и Х. То есть этот автограф несколько раз встречается в его творчестве. Вот, мне кажется, такой совершенно фантастический, совершенный дизайн, да, 18 века. Вот мы запустили такой мерч. Прямо только что мне ужасно нравится. И у меня и заставки везде, и даже мы с одним моим близким другом выпустили целую партию рислинга в одной винодельне с автографом Баха, потому что, ну, как-то была такая история. Я к нему приехал на винодельню и говорю: слушай, скажи просто, а вот Бах-то когда жил, что он пил? Там пиво? Нет, ты что, нет, это рислинг 100%, там, да, что-то рассказывает про то, какой это мог быть рислинг. В общем, в итоге сделали ограниченную партию рислинга с этим логотипом. Ну вот, и вот как бы, по-моему, очень красиво, правда? Ну, очень, как бы, да. Ну, стильно. Это хороший подарок, я бы сказал бы, да. Такое. Да, а еще ведь, то есть, получается, что Бах вдвойне, да, сделал логотип своего имени, потому что, во-первых, это БАЦХ, Бах, а во-вторых, БАЦХ и такого рода сочетание нот в барокко называется темой креста, да, когда вот эти 4 нотки, которые как бы одна вокруг другой. И, собственно, Бах еще и здесь изобразил это все в виде креста. Ну, то есть, на самом деле, это гениально, фантастика. Да, это очень гениально. Ну и в заключение у меня такой вопрос. Представьте, что вы некий император Земли, да, вы вот руководите всеми странами, всеми людьми, вот, и вот появилась вот новая технология, да, там искусственный интеллект, как когда-то появилась классическая музыка. Что бы вы сказали? Нужно пробовать, нужно бояться, потому что часть людей говорит и опасается этой технологии, часть людей говорит, что нет, это будет большой прогресс. Вот на ваше усмотрение, что бы вы сказали? Запретили бы, либо разрешили? Классика. Я бы сказал бы просто вот в целом искусственный интеллект. Красота в глазах смотрящего, да, а любой инструмент в руках человека может приносить как плюс, так и минус, да, как пользу, так и вред. Я думаю, что если бы я был бы императором всего мира, я бы хорошо представлял себе, кем я руковожу. Только основываясь на этом, я бы принял решение, разрешать его или нет. То есть, можно сказать, технология искусственного интеллекта – это очень опасный инструмент. Я не думаю, что очень, но как и любой инструмент, я думаю, что как можно использовать его с отрицательным значением, тоже еще не все догадались, да, но наверняка можно, как и любой инструмент, да, как все можно использовать с разными целями.
Но в целом скорее да. Николай, спасибо за наш Спасибо. подкаст. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ждите новые подкасты. До следующего видео.